Видели Феррари за несколько миллионов долларов, которую забыли в коровнике? Или суперкар, который кинули посередине леса? Я собрал для вас самые невероятные автомобили, которые нашли чисто случайно. Кто и почему так раскидывается миллионами долларов? Смотрите до конца. Истории некоторых автомобилей вас сильно удивят. Как вы думаете, что может быть речи спортивного автомобиля, который оставил заметный след в истории автомобильной индустрии? BMW M1 – легендарное творение баварской компании, которая появилась на свет в 80-х годах прошлого века. С тех пор прошло уже более 40 лет, но он по-прежнему считается одним из самых эксклюзивных спортивных авто BMW. Красавчик, правда? Выпущенный тиражом всего в 453 машины, этот автомобиль остается жемчужиной коллекционеров. Так что произошло? Один из таких раритетных экземпляров был обнаружен после 30 лет простоя в гараже с пробегом всего в 7392 километра. Представьте, даже оригинальные шины остались на месте. Это сокровище нашла компания Mint Classics, занимающаяся реставрацией винтажных BMW. Но история не заканчивается на этом. BMW Classic в Мюнхене взяли на себя ответственность за восстановление этого уникального спорткара. Заводская реставрация, что может быть лучше? Восстановленный автомобиль был выставлен на продажу в 2018 году, а потом просто исчез. Кто и какие деньги за него заплатил? Загадка, хотя речь может идти о сумме более $1 миллиона. Но поверьте, это еще не самая роскошная находка в моем списке, так что пристегнитесь. Давайте продолжу еще одним безумно красивым и дорогим классическим автомобилем. Ferrari Dino 246 GTS, названный в честь сына легендарного Энцо Феррари, является настоящим сокровищем среди коллекционеров. Модель 1970-х годов, олицетворение стиля и новаторства итальянского автопрома, продолжает манить своим шармом и уникальностью. Автогонщик Луиджи Чинетти, известный своей страстью к эксклюзивным авто и близкий друг Энцо, нашел в своей коллекции место для нескольких раритетных моделей, включая Ferrari Dino 246 GTS 1974 года выпуска. Эта машина, оснащенная мощным V6 двигателем и знаменитая своими впечатляющими динамическими характеристиками и элегантным дизайном, стала истинным символом своего времени. А потом эта коллекция куда-то пропала. После смерти Чинетти машины считались утерянными. Но, как вы понимаете, их все-таки нашли. Где они были? Несколько классических суперкаров оказались заброшенными в одном из амбаров, которые когда-то принадлежали гонщику. Только посмотрите на этих красавчиков, то все в пыли, но по-прежнему на ходу. И да, это находка на несколько миллионов долларов. А теперь представьте себе, вы купили земельный участок в Техасе и, к своему удивлению, находите заброшенный спорткар Lotus Esprit 1988 года в полуразрушенном сарае, который весь зарос травой. Неплохой бонус. Вот так начинается история восстановления этого британского автомобиля, который пережил ураган 20 лет назад и остался брошенным посреди поля. Новый владелец земли, Аарон Банч, решил не просто отремонтировать найденный автомобиль, но и превратить его в подарок для своего сына. Именно эту удивительную историю он рассказал в своем видео на YouTube-канале. Как оказалось, состояние Lotus Esprit было далеко от идеала. Несколько колес пропали, а салон был практически полностью разрушен и превратился в труху. Однако 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом все еще был на месте. Восстановить его мощность в 210 лошадиных сил – задача не из легких, но Аарон готов приложить все усилия для возвращения машины к жизни. Машина легендарная, уверен, что сын такой подарок оценит. А вы были бы рады такому презенту? Можете написать потом в комментариях. А хотите увидеть находку за $3,5 миллиона? Встречайте еще один суперкар, который можно смело назвать живой легендой. Bugatti Type 57S. Это не просто машина, это вершина автомобильного искусства, синоним роскоши и эксклюзивности. Выпущенный в ограниченной серии всего из 17 экземпляров, этот автомобиль был спроектирован специально для знаменитого гонщика и основателя клуба любителей автоспорта Эрла Хоу, который не только владел им в течение 18 лет, но и активно демонстрировал его способности на различных мероприятиях и соревнованиях. С мощностью в 175 лошадиных сил Bugatti Type 57S стал иконой своего времени. Тогда это была просто запредельная мощность. Однако после Эрла Хоуа автомобиль перешел в руки доктора Гарольда Карра из Великобритании, который пошел другим путем.
Он решил сохранить эту жемчужину в своем гараже. Так Bugatti Type 57S остался в тени от взглядов общественности вплоть до смерти доктора в 2007 году. После этого автомобиль был обнаружен и выставлен на аукцион, где его цена достигла поразительных 3 миллионов фунтов. Неплохо, да? Продажа на аукционе не только подтвердила выдающуюся ценность этой модели, но и укрепила статус Bugatti Type 57S как одного из самых вожделенных и редких коллекционных автомобилей в мире. Вот бы мне найти такое добро. Кстати, а что скажете про японский суперкар в лесу? Это Honda NSX, которую нашли заброшенной в лесополосе под Санкт-Петербургом. Эта находка оказалась настоящей головоломкой для автомобильного мира. Почему? Представьте, суперкар, который долгие годы казался потерянным, на самом деле все это время был на частной территории, без каких-либо заборов или ограждений. История этой машины начинается в 2005 году, когда ее привезли в Россию из Германии с амбициозными планами превратить ее в настоящего монстра с двигателем мощностью в 1000 лошадиных сил. Но, как это часто бывает, амбиции столкнулись с жестокой реальностью. Проект остановился на полпути из-за финансовых споров между исполнителями и заказчиком, и автомобиль был заброшен без двигателя в тени деревьев. Прошли годы, пока однажды лесники не наткнулись на этот забытый автомобиль. После их открытия, благодаря интернет-сообществу, стала известна вся история этого загадочного суперкара. В итоге автомобиль был выкуплен с целью его полного восстановления, и на текущий момент, по слухам, он бороздит просторы Калининграда. И я очень рад за этот автомобиль. А что скажете про целый заброшенный автосалон? Да, с нетронутыми машинами. Эта история наверняка вас удивит, если вы любите автомобили. В Северной Каролине, США, был обнаружен заброшенный автосалон, полный американских классических автомобилей. Представьте себе более сотни машин, укрытых под слоем ржавчины и забытых временем, но все еще ждущих своих покупателей. Этот автосалон ранее принадлежал Роберту Коллиеру, основателю компании Collier Motors, которая с 50-х годов занималась продажей автомобилей Chevrolet. Со временем фирма стала официальным дилером American Motors Corporation, но слияние AMC с Chrysler в конце 80-х заставило Коллиера изменить направление бизнеса, переключившись на продажу подержанных автомобилей под маркой AMC. Деятельность продолжалась до 2015 года, даже несмотря на то, что главное здание автосалона уже обрушилось. Роберт Коллиер ушел из жизни в 2018 году, и права на компанию перешли к его сыновьям. Они решили не продолжать бизнес отца, хотя с юридической точки зрения автосалон до сих пор существует. Почему они бросили автомобили, даже не распродав их? Загадка, но у всех людей есть свои причуды. Но давайте немного поговорим и про современные находки. Что если я покажу вам Lamborghini Murcielago LP640 в гараже? Нет, не в детейлинг-центре или красивом паркинге, а в простом заброшенном гараже где-то на окраине Москвы. В таких обычно картошку и огурцы хранят, но точно не суперкар. Судя по повреждениям, автомобиль, вероятно, попал в аварию, и по непонятным причинам владелец решил его не восстанавливать. Вероятно, из-за высоких затрат. Но хранение в гараже, конечно же, лучше, чем оставить его на улице, не так ли? Murcielago LP640 оборудован мощным 6,5-литровым двигателем V12, который выдает 640 лошадиных сил. Этот автомобиль способен разогнаться до 100 км в час всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 340 км в час. Сейчас такая машина в Европе может оцениваться более чем в 250 тысяч евро, что делает ее не только желанным, но и весьма ценным активом для восстановления. Хотя возникает вопрос, почему человек просто не продал его в таком состоянии, если такие трудности с финансами? Очень странная история, правда? Надеюсь, что такая красивая машина не будет так и стоять в гараже годами. А хотите увидеть самое большое автомобильное кладбище в мире? И нет, тут не свалка автозапчастей, а тысячи заброшенных машин. Old Car City под Атлантой – это не просто музей под открытым небом, а место с невероятной историей. Как все эти автомобили оказались тут? Все начиналось еще в 1970-х как магазин автозапчастей. Его владелец посмотрел на старые машины глазами истинного ценителя истории и культуры, решив, что они заслуживают большего, чем просто быть разобранными на детали. Приняв решение начать сбор автомобилей, он скупал их десятками, чтобы потом превратить огромный участок земли в 50 милях от Атланты в этот уникальный музей. С течением времени автомобили, оставленные без ухода, начали постепенно разрушаться,
а вокруг них выросли деревья и кусты, создавая поистине живописные и одновременно меланхоличные пейзажи. После смерти основателя его старший сын принял мудрое решение не просто сохранить это наследие, но и превратить его в прибыльное дело. Сегодня Old Car City – это место, куда стекаются туристы и энтузиасты автомобильной истории со всего мира, чтобы исследовать этот необычный музей. Вход стоит всего $25, что позволяет каждому погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, как природа непрерывно, но верно возвращает эти машины обратно к земле. Выглядит эпично, я бы с удовольствием туда съездил. Но давайте покажу еще одну невероятную находку. Shelby Cobra Daytona – это не просто гоночный автомобиль, это легенда, окруженная драмой и тайнами. Цена этой машины колеблется между 21 и 33,5 миллионами долларов. Безумие, правда? История этого автомобиля началась, когда Кэрол Шелби в сотрудничестве с Питером Броком создал его, чтобы составить конкуренцию аэродинамическим гоночным машинам Ferrari. Это был первый из 6 автомобилей и единственный, который был построен в Америке, остальные 5 создали в Италии. Этот конкретный экземпляр, CSX 2287, известен тем, что установил несколько рекордов скорости и перешел из рук в руки, пока не оказался у Донны О'Хейер. Когда она стала его владелицей, автомобиль был скрыт от глаз мира, заперт в гараже на почти 3 десятилетия. И да, женщина была очень принципиальной. Несмотря на множество попыток, включая самого мистера Шелби, выкупить или хотя бы увидеть машину, Донна не только отказывалась, но и отрицала факт владения ею. После ее смерти началась судебная борьба за право собственности на этот раритет. В итоге права на автомобиль получил Курт Госс, родственник Донны. Но на тот момент выяснилось, что машина уже продана за $4 миллиона, и Госс получил компенсацию в размере $800 000. Таким образом, Shelby Cobra Daytona остается одной из самых загадочных и ценных машин в истории автомобилестроения. Вот бы такое наследство от тетушки получить. А теперь представьте себе спорткар, который может разгоняться до 350 км в час. Что в этом такого? Только то, что это было начало 90-х годов, когда такие цифры не мог показать ни один серийный автомобиль, кроме Jaguar XJ 220. И вот представьте, всего было выпущено 275 экземпляров этой модели, что делает каждый из них исключительно редким. Однако, несмотря на такую уникальность, один из этих экземпляров был найден заброшенным на одной из улиц Катара. Как можно было оставить такое сокровище в условиях жесткого пустынного климата? Этот факт поражает воображение и вызывает массу вопросов о судьбе автомобиля и причинах, по которым он оказался в таком месте. После публикации фотографий машину резко забрали, и она попросту исчезла. Говорят, что эта машина изначально была угнана из Европы, а в какой-то момент просто попала на территорию страны. Хотя никто об угоне не заявлял. Вот такая загадка. Надеюсь, что когда-то ее восстановят, и она попадет в хорошие руки. Машина действительно красивая и очень редкая. Ну и самая необычная находка, которую сделали журналисты. Неподалеку от Бремена, на территории бывшего аэродрома Альхорн, обнаружен огромный аэродром, который временно превратился в своеобразное кладбище недоделанных Mercedes-Benz. Журналисты выяснили, что взлетно-посадочная полоса теперь служит парковкой для нескольких тысяч новых автомобилей от знаменитого немецкого автопроизводителя. Основную массу составляют внедорожники моделей GLE и GLS, но также можно встретить и купе классов E и C. Не обошлось и без роскошных Mercedes-Maybach класса S, которые также ждут своей очереди на устранение недочетов. По информации радио Бремен, около 9000 автомобилей были отправлены из США и теперь требуют доработки перед тем, как попасть к европейским клиентам. Согласно журналу Automobil Woche, в настоящее время около 40 тысяч новых автомобилей Mercedes не могут быть доставлены их заказчикам. Из них значительная часть находится именно под Бременом. Основные проблемы – дефектные сиденья и бамперы, из-за чего компания Daimler вынуждена ждать, пока поставщик не предоставит необходимые запчасти, а это часто затягивается на неопределенный срок. И все эти машины просто стоят там годами, пока проблема не будет решена. Представляете? Очень грустно, что люди так поступают с этими невероятными машинами. А вы что думаете? Пишите в комментариях. И да, если вы любите автомобили и интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то обязательно переходите в наш Telegram-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать с вами. И спасибо за просмотр.